Всем привет! Выйду уже к вам лицом, потому что я до этого болела. А сейчас я уже выздоровела. Уже можно, в принципе, себя снимать. Мы сейчас приехали в город Найлах. Это пригород Улан-Батора. Но вроде как говорят, что скоро его отделят как отдельный город. Население я здесь читала по переписи в 2008 году было 28 тысяч человек. Такой, в принципе, город не маленький, да? У нас начались очень сильные морозы. Вот сегодня минус 33 мы сейчас ехали. И они на этой неделе прям будут очень сильно повышаться. Там что-то до минус 40 будет. Очень холодно. У меня уже замерз нос. Мы просто сюда приехали по делам. И я уже говорю, езжай, я пойду город поснимаю. Я здесь немножко ориентируюсь. В принципе, знаю, куда мне идти. Если кто ездил на статую Чингисхана, то всегда проезжаешь через этот город. И как бы Чингисхан, он туда, в ту сторону ехать. Конечно, далековато. Я не знаю, сколько километров с Найлаха до Чингисхана. Недолго. Вот здесь такой центральный перекресток. Здесь есть магазин, Писемол. Здесь мясной рынок. Магазины, аптеки вот здесь. Там даже мини есть. А тут, если прямо идти и направо, там KFC открыли не так давно. В принципе, есть все, что надо. С Улан-Батора до Найлаха 35 километров. Добраться можно на автобусе. Автобусы сюда ходят часто. Каждые, наверное, 10 минут, не знаю, честно говоря. Но если честно, я ни разу на автобусе сюда не ездила. Только если на машине. Вот автобус, видите, раз поехал. И вот второй. В Улан-Баторе надо доехать до остановки офицера Ардон. Сесть на автобус X5 или Х5. Не знаю, как правильно сказать. Мы сейчас идем в сторону площади. Туристов здесь мало ходит, потому что такой город непопулярный. В принципе, смотреть здесь такого туристического ничего нету. Поэтому сюда туристов не возят. Только проездом. Поэтому сейчас я иду. На меня все смотрят, что я иду. Наверное, все думают, что я здесь заблудилась. Еще и хожу, камеры снимаю. Очень холодно. У меня уже, честно говоря, на ресницах иней. Хотя на прошлой неделе было тепло. Это было минус 13, минус 11. Нормальная температура была. В Найлахе дома невысокие, пятиэтажки, но сейчас строят очень. Там такой район. Если буду сейчас мимо проходить, покажу. Строят район, и там высокие дома. Еще здесь, в этом городе, что есть? Есть буддийский монастырь. По-моему, называется Сайн-Намун. Я там тоже была летом. И там были гуси. У них такой был маленький вольерчик. Там было, по-моему, 3 гуся. Но сейчас он, конечно, будет закрыт. Это такой действующий монастырь. Он не для туристов, он для служб. Здесь даже есть тоже чикина. Очень холодно, у меня уже пальцы замерзли. Хотя я и в теплых варежках. У меня варежки Баск. Это специально для
полярников отшивают. У меня есть пуховик Баск, но я его еще, честно говоря, не надевала. Но, наверное, на этой неделе я его одену. Амазон. Такое название. Амазон. Ну, это ломбард. Вот еще автобус. Очень много автобусов. В принципе, я думаю, что проблем нету с Найлаха добраться до Улан-Батора. Я бы, может быть, здесь и жила. Но вся проблема в том, что здесь школы, естественно, только монгольские. Вот. А нам нужна была русская школа. Потому что ребенок у меня старший ходит в русскую школу. Там двухэтажки. Тоже здесь есть Ю. И, по-моему, тоже здесь много. Очень холодно. А так как сейчас очень холодно, сильный смог. Потому что люди начинают в такой холод больше отапливаться. Так как я человек, который вырос в городе на газу, мне, честно, непривычно. Вот эта площадь. Она небольшая. Я там тоже здесь стоял фудтрак с уличной едой. Аптека 24/7. Юнител есть. Вот сколько я уже болею, да, у меня еще до сих пор кашель остался. Да, какой-то вирус гонконгский какой-то, все вот им болеют. Очень говорят, от него сильно кашляешь. Все-таки я думаю, что это был коронавирус, просто он мутировался. Какая-то форма коронавируса. А вон вдалеке буддийский монастырь светится. Да, видно, нет? Так, я сейчас не помню, как к нему пройти. Пойдемте здесь немножко пройдем. Вот тоже здесь аптека. На площади, получается, 2 аптеки. А, по-моему, здесь заходить. Не помню, пойдемте. Ой, сколько. Салон называется Мишел. Очень популярное имя в Монголии. А вот это полиция. Только почему-то свет нигде не горит. Очень популярное имя в Монголии Мишел. Мы вчера... Ой, не вчера. На днях ездили в строительные, ну, как бы такие, торговый центр, или как это называть, Мишель Экспо. И мне кто-то в комментариях написал, что хозяин назвал в честь своей дочери. Ну, как, в принципе, это везде так и происходит. Вот, уже здесь не пятиэтажки. О, машины едут. Сейчас. Сколько здесь этажей? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этажей. Дома. Честно говоря, темно, так не очень приятно ходить одной. А, здесь я не пройду. Здесь подземная парковка. Ага.
Ладно, я тогда далеко не пойду. Потому что я даже дорогу не вижу. Ну вот, все. Вот и монастырь. Просто я в этот проулок зашла. Можно было вот в этот проулок зайти. Конечно же, он закрыт. Я так со стороны поснимаю. Очень холодно. Аж когда дышишь, аж обжигает. Морозяки пришли. Я так понимаю, что холода идут из Сибири к нам. Поэтому надо потерпеть. Я человек непривередливый. У нас зима была долгая, всегда снежная. В январе морозы. Поэтому, в принципе, я привыкшая. Я знаю, что сейчас это ненадолго. Морозы будут. Потом в феврале, как обычно, будут ветра. А потом уже все будет. Потом уже будет потепление. И начнется весна. Все в зеленом цвете. Очень красиво, все такое яркое. Мне очень нравится, как оформлены монастыри буддийские. Очень яркие цвета. Красный, желтый. Очень красиво. Вот. Здесь тоже есть беседки. Можно прийти, наверное, посидеть. Мы когда летом были, пришли, здесь служба проходила. В принципе, когда идешь, не очень холодно. Если тепло одет. Как у меня варежки, капюшон я надела. У меня ботинки очень теплые. Но это замерзают глаза, ресницы на глазах. И немножко дыхание прям это. Как сказать? Дыхание немножко аж перехватывает от холодного воздуха. Вот. Но опять же, сколько я? Полчаса здесь. Мы сейчас уже в сторону дома поедем. Уже на улице темно. Ничего не видно, так что камеру переключу. Кстати, даже вот в Найлахе, в домах подземные парковки. В этих нет. Вот в этом доме нету подземной парковки. Вот в другом немножко районе, если отойти, там подземные парковки. Хотя дома невысокие. Вон дорога
наверное, не приближу. Дорога, машин много едет. Вот это пожарная часть. ТЭЦ парит. Так. Мне надо выйти на дорогу. Эй! Очень скользко. А вот через дорогу, наверное, так не видно. Вон они, с машины посветит. Памятник мармоту. Надеюсь, правильно я произнесла. Это такие животные, как типа большие суслики. И здесь их едят. Они, кстати, когда мы в Манзашир приезжаем, они там бегают. У них там пещеры. И они там носятся. И они, кстати, они так пищат. Вот, смотрите, автобусы. Вот один проехал только что, второй. Хотела показать, что это автобус. Это, наверное, не такой, не рейсовый. Здесь пожарная часть. Там, получается, когда в Манзашир приезжаешь, и будет из камней такие, как бы, насыпи. И вот у них там норы. И они подходишь, они же слышат все равно. Дрожание земли у них идет. И они сразу в норку. Не знаю, как их ловят, но охотятся на них. Вот еще автобус. Кстати, было бы, наверное, интересно сделать такое видео. Как с Улан-Батора добраться до Найлаха. И вообще чисто теоретически можно с Найлаха самому поехать до статуи Чингисхана. Но автобусы вот так не ходят мимо, да, статуи. Это брать такси, если договариваться. Надо, кстати, подумать насчет этой идеи. И, может быть, сделать видео, либо как самой добраться до статуи Чингисхана, никому не платя. Ой, у меня ресницы верхние с нижней прилипли. Чё себе. Вот, здесь получается вот так, это если сейчас идти наверх, и там вот 9-этажки, новые дома. Они не так давно там построены, и еще там строятся. Это как бы, наверное, новый район считается. Мы сейчас, в принципе, уже поедем домой. По темноте я уже никуда, конечно, не пойду. И так, честно говоря, сейчас шла, когда с монастыря там спускалась, народу никого. Еще парень сзади идет. Мне как-то вообще не по себе стало. Я камеру выключила и быстренько-быстренько побежала на центральную дорогу. Так что вот. Не знаю, еще что-нибудь буду снимать, нет? Ну, если не сниму, то тогда всем пока. Спасибо, что вы пишете комментарии. Мне очень приятна обратная связь. Это очень мотивирует, когда ты снимаешь, и какая-то отдача есть. Я думаю, что всем людям это нравится. Ну, если не включусь, тогда всем пока. А вот что мне еще нравится, кстати, я видела такое у корейских блогеров. Вот видите, пешеходный переход, и он подсвечивается. Когда школьники ходят в школу на перемены, здесь всегда будут стоять родители, там сестры, братья, бабушки, дедушки, и они будут дежурить с одной стороны с дороги, со второй, и будут держать флажки. И когда ребенок хочет пройти дорогу, неважно, ребенок, там даже я пойду, они
поднимают флажок, то есть, чтобы машины останавливались, и ребенок безопасно проходит дорогу. Вот. Но так как сейчас, во-первых, вечер, а во-вторых, в январе в Монголии это каникулы целый месяц, то, конечно же, никого не будет стоять. Тут я решила записать для вас видео о дороге, как мы едем из Улан-Батора до Найлаха. Видео я немного ускорила и наложила музыку, чтобы вам было не скучно смотреть. Дорога здесь двухполосная, и недавно по пути добавили светофоры. Во время поездки всегда можно заехать в крупные магазины, и также по дороге есть CU и GS-25. Из Улан-Батора до Найлаха на машине можно доехать примерно за 25-30 минут. На автобусе, конечно, дорога займет больше времени. Absent-minded, what happened? We don't have to live at the substandard. When's it over? 'Cause I don't wanna wait for the end to come. Take and fly, you're tired of the same train routing in a circular way. Now facing opportunity, giving up won't change a thing. Get your eye burning, you are not backing out of this charade. Make them see the mockery and shove it in their face. Mockery. Absent-minded, what happened? We don't have to live at the substandard. When's it over? 'Cause I don't wanna wait for the end to come. Take and fly, you're tired of the same train routing in a circular way. Now facing opportunity, giving up won't change a thing. Get your eye burning, you are not backing out of this charade. Make them see the mockery and shove it in their face. Mockery.
Thank